Та-да-да-дамский, та-да-да-дам. Значит, после недели стейка кораблей на сайте Star Atlas я получил гейм-код для того, чтобы скачать игру в Epic Games Store. К тому же некоторым моим кораблям присвоился значок отличия после 7 дней. Написано Seasoned Fleet. Проваливаемся в профиль в правом верхнем углу Claim Game Codes. Вот отсюда он наберется. Вот так это все происходит. После этого игра была скачана и установлена, соответственно. Данная альфа-версия занимает на жестком диске 20 гигабайт. Я так думаю, начнем с шоурума. В шоуруме есть 3 вкладки: Solo Play, это в одиночку, создать сервер и присоединиться к существующему серверу, которых на данный момент нет. Я не буду играть в одиночку, создам сервер, и есть шанс, что кто-то присоединится к моей игре. Мультиплеер в игре работает, причем работает с голосовым чатом. Создаем публичный сервер. Так, значит, судьбинушка забросила нас в некую локацию. Вот так это все выглядит изнутри. Можно сделать вид от первого лица, либо с персонажем. Вот такие вот дела. Заходим вовнутрь. На этих трибунах есть возможность установить какой-либо из значков. Допустим, мы можем поменять, ну, либо значков, либо вот этих картинок. Допустим, хоп, и поставили Solana. И она крутится, вертится. Пока непонятно, для чего это все сделано. Потрясающий сад японских камней. Выглядит довольно приятно и красиво. Есть тени, есть звуки. Смотрится все великолепно. Имеется даже лифт, но лифт почему-то не работает. Он почему-то не вызывается. Поломал кто-то лифт, в общем. Ну да ладно. Ну и вот, собственно, справа видно мой голосовой чат. Он у меня подключен. Если кто-то решит присоединиться, мы даже сможем пообщаться. Опаньки. Открываем ангар. И движем дальше. Посмотрим здесь все, что есть. Тут тоже имеются некие терминалы. Можно выбрать корабль, телепортироваться, и чуть позже появится Marketplace. Ну вот, между прочим, к нам присоединился Давид 9604. Хай, Дэвид. Может быть, без микрофона. Вот такие корабли представлены в шиппаде. Опал Джет, у меня есть такой. Отрисовка кораблей выглядит просто великолепно. Межгалактические карты.
Здесь также есть возможность выбрать и установить значок. Там кто-то присоединился, еще и третий. Народ в игре есть, оказывается. Зона отдыха, барная стоечка. Иногда подлагивает, видеокарта не вывозит в какой-то момент. Я думаю, вопрос в оптимизации. Так, первый этаж мы, я так понимаю, посмотрели. Поднимаемся наверх, поднимаемся на второй этаж. О, к нам присоединился еще и четвертый. Hello all. Здесь вообще кнопка лифта не активна, не выделяется F. А вот выделяется еще как. Игра время от времени вылетает, ну как бы для альфы, я думаю, это простительно. Можно взаимодействовать с плакатами, выбирать арты, какие будут показываться на них. Опаньки, все красивенько смотрится и выглядит. Кнопку лифта на втором этаже больше нажимать не буду. Дважды игра вылетела при нажатии на эту кнопку. Вот мы видим голограмму Опал, Джет. Для чего пока непонятно. Панорамка. Так, в центральной части тоже какие-то голограммы. Некое существо возвышается над людьми, либо над другими существами. Ядро в разрезе. И совет трех. Они, Муд и Устур. Я играю за фракцию Устур. Здесь также представлены голограммы космических кораблей, но уже других. Другие старшипы. Еще корабли, причем вот один из них почему-то не в виде голограммы, а полностью как живой, как настоящий. Там вдали какое-то вековое дерево. Мы к нему сходим обязательно, посмотрим. И у нас аллея статуй. Потрясающий вид. Кто они такие, я пока не знаю. Ну и заключительное помещение на втором этаже, также голограммы старшипов, но только уже по имбовей.
Вот так это здание выглядит изнутри. В центре здания расположен терминал. Не знаю почему, но из всех представленных кораблей мы на данный момент можем вызвать только лишь один. Только лишь Floatline Aerospace One. А давай вызовем. Та-дамс, вот это махина. Более того, на нем мы можем еще и полетать. Открываем ворота. Выпустим птичку на волю. Сим-Сим, откройся. Ты Адамс. Вот так это все выглядит внутри. Поднимаемся на лифте наверх. Здесь находятся комнаты. Серверная. Ну, к примеру. Почему нет? Каюта экипажа. На 2 персоны. Еще одна каюта. И туалет также имеется. Также имеется на корабле. Так, двигаем дальше в кабину пилотов. Оу, е. 3 пилота, 3 посадочных места для 3 пилотов на этом конкретном корабле. Ну что ж, попробуем запрыгнуть и поуправлять им. Но махина, конечно. Он вообще вылетит в эти ворота? Да, птичка на свободе. Вот так это все выглядит. Из кабины пилота. Боковой. Центральный пилот. Сбоку. Снизу. Ну и обычный вид. Из корабля можно даже пострелять. Ракеты пошли к цели. Приземляем птичку. И выходим посмотреть на Starship со стороны.
Также в этом терминале есть еще и телепорт. С его помощью можем телепортироваться в любую часть этой базы. Допустим, к дереву. Тадамс. И вот то самое дерево, назовем его дерево жизни. Ну пусть будет так, да. Мне так хочется. Со стороны и изнутри выглядит все красиво и смотрится великолепно на самом деле. Так, по поводу режимов. Какие есть еще режимы? Присутствует вкладка «Инвентарь». Здесь можно выбрать персонажа, за кого мы будем играть. Помимо этого еще можно выбрать цвет скафандра. Вкладка Ships пока недоступна. Также имеется режим Flight Trainer. Два варианта: Dogfight и Race. Попробуем каждый. Нам дали какой-то аэромопед. Прыгаем незамедлительно. И помчали вперед и только вперед. Так, что здесь нужно? Что здесь нужно делать? Первая волна. Оу, заиграла тревожная музыка. У нас есть чем стрелять. Пока что не в кого. Ой-ой-ой, кто-то гасит. Вот он. Управление на грани фантастики. И походу кончились патроны. Боеприпасы. Боеприпасы закончились, дайте боеприпасов. И либо пушки перегреты. Попасть в него очень сложно. Но это что-то вроде симулятора космического боя. И, собственно говоря, второй режим — это рейс. Тот же самый космический мопед. И какие-то кольца. Я так понимаю, нужно будет в них пролететь. Первое. Попутно разбиваем какие-то сферы. И он в какой-то момент перестает подниматься вверх. То есть я жму... вот, дернулся и все. Я жму на пробел и вроде как должен подниматься, но он этого не делает. Управление не работает. Вниз работает, а вверх нет. Вот он спрыгнул и все. Не знаю, с чем это связано. Возможно, баги. В общем, как-то так выглядит игра на данный момент, на данной стадии разработки. По сути, альфа-версия. Ждем исправления всех багов. И будем посмотреть на игру уже, скорее всего, в бете. Всем пока-пока, всем спасибо, кто смотрел. Кому было полезно и интересно, пальчик вверх, подписка на канал. До новых встреч в эфире.